Путин отказался от Крыма, Кадырова чуть не избили, а Лукашенко ищет работу пенсионерам Беларуси. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россияне планируют выбить ВСУ из Курской области в течение недели. Для этого могут задействовать северокорейских военных, которые уже почувствовали дух свободы. Договор подразумевает действительно стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях. Путин отказался от Крыма. В Украине и в России обсуждают заявления и предупреждения Путина о спорных территориях. Обсудим детали. Кулак для друга Кремля. Кадырова чуть не побили в Саудовской Аравии. Как и кто унизил главу Чечни? Он поздравил меня, очень был рад. Специально прилетел. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. В России заявили, что хотят выбить ВСУ из Курской области в течение ближайших 6 дней, до начала саммита БРИКС. О таких планах к 22 октября говорит глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картополов. И вообще напоминает, что цели российской так называемой СВО будут выполнены. Это не в этом, просто наши ребята выполняют там задачи в соответствии с планом операции. Выполняют их успешно, и то, что они вышли на окраину Суджи, это хорошо. Напомню, что в России неоднократно заявляли, что российской армии необходимо всего 2-3 дня, чтобы вернуть населенные пункты Курской области. Тем временем ВСУ уже более 2 месяцев контролирует российское приграничье, однако сейчас армия РФ действительно контратакует. Тем временем в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины заявили, что РФ может отправить северокорейских военных в Курскую область. Источники в украинской разведке, с которыми пообщались украинские медиа, утверждают, что в РФ формируется особый батальон до 3000 человек из граждан КНДР. По данным издания Лига.нет, все это происходит на базе бурятской бригады. Кроме того, накануне появлялись сообщения, что около 2 десятков северокорейских военных уже могли сбежать с тех локаций, куда их привезли. Тем временем военные эксперты оценивают ситуацию в Курской области. И давайте не забывать еще один важный аспект, по-разному мы не относились к Курской операции. Есть те, кто ее критикует, те, кто впадает в эйфорию. Но на сегодняшний день, будем объективны, Курская операция оттягивает на себя примерно 50 тысяч войск. То есть это примерно то суммарное количество резервов, которое Россия имела на начало, в общем-то, этой Курской операции. То есть мы таким образом выбили из-под России такую, знаете, возможность наращивать свои боевые группировки нескончаемым потоком и высоким темпом вести штурмовые и наступательные действия. То есть они сейчас уже ограничились, в общем-то, такими тактическими попытками прогрызть ситуацию. Я не говорю, что она упростилась, ни в коем случае. Ситуация сложная, очень сложная и в некоторых участках драматическая. В Кремле в то же время говорят, что договор о партнерстве между Россией и КНДР говорит о том, что Пхеньян может воевать на стороне Москвы, а Москва может воевать на стороне КНДР. Договор подразумевает действительно стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности. Этим договором и принципами этого договора мы и наши северокорейские друзья руководствуются при дальнейшем развитии наших отношений. Кстати, военные аналитики неоднократно подчеркивали, что северокорейские мужчины, в частности военные, которых отправят в Россию, а потом и на линию фронта, будут иметь уникальный шанс сбежать из изоляции и из-под гнета КНДР и почувствовать свободу. Жив, умер или же сошел с ума? В сети разгорелась настоящая дискуссия из-за заявления Путина в эфире ОРТ, в котором он говорит, что России Крым не нужен, так как это грозит оккупацией территории самой РФ, где 400 спорных территорий. Эти заявления прозвучали 9 октября 1999 года в рамках телемоста «Россия-Украина». В украинской студии тогда был президент Леонид Кравчук, секретарь Совета безопасности и обороны Владимир Горбулин и министр иностранных дел Борис Тарасюк. А вот в московской студии Виктор Черномырдин, глава МИД РФ Игорь Иванов, а также внезапно для всех появился новоиспеченный председатель российского правительства Путин и премьер-министр Украины Пустовойтенко.
Нам не нравится, что Украина хочет вступить в НАТО, мы хотим забрать Крым, или просто мы не можем договориться по деньгам, газ, сахар. В чем главная проблема наша с Украиной, Владимир Владимирович? Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Спасибо. Если мы начнем что-нибудь забирать у кого-нибудь, то обязательно у нас что-нибудь сами отнимут, или мы что-нибудь потеряем. Во всяком случае, мы начнем такой передел на пространствах бывшего Советского Союза, от которого не сможем оправиться никогда. Нас поддерживает очень Да, я Украина. слышу. У нас на территории Российской Федерации только 400 спорных территорий. 400. Я хочу, чтобы все об этом знали. Вот это во-первых. Во-вторых, сахар, газ – это все-таки второе. Третье, значит, поле какое-то, на котором можно поспорить. Но поспорить не более того. Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей. А вот сейчас те, кто аплодирует, пусть меня послушают там внимательно. Все считают, что Россия осталась империей и относятся к ней как к империи до сих пор. А это совсем уже давно не так. Одним из организаторов этого эфира с украинской стороны был известный в Украине и в РФ режиссер и продюсер Александр Роднянский. В Москве же Константин Эрнст. Роднянский вспомнил, что, кроме этого заявления Путина, его удивило. Телемост мы начали двумя сюжетами, снятыми в киевской и московской школах. Вопрос, который тогда задавали детям, был абсолютно невинен. Что вы знаете о России и, соответственно, об Украине? Ответы многих привели в шок. Я запомнил слова 10-летнего московского школьника о том, что Украина – это город где-то на границе с Белоруссией. И ответ на вопрос, кто такой Тарас Шевченко, кажется, футболист. Украинские дети тоже не блистали знаниями, но знали, что в России все плохо. Они упомянули о взрывах домов в Москве и о том, что при Сталине с Украины вывозили хлеб в Россию. А что вы думаете о таких трансформациях Путина за эти годы? Жив, умер или же сошел с ума? Делитесь своим мнением в наших комментариях. Кадырова заставили почувствовать себя простым смертным и едва ли не избили после боксерского поединка в Саудовской Аравии. Глава Чечни пытался выбраться на ринг, чтобы приобнять боксера чеченского происхождения Бетербиева. Однако охране, которая работала по периметру ринга, это не понравилось. В дело пытался вмешаться Делимханов, правая рука Кадырова, однако и тому указали на его место. С горем пополам униженный Кадыров таки смог оказаться на ринге. Делимханову так не повезло. Уже после этого фиаско Кадырова сам Бетербиев рассказал, что же ему шепнул глава Чечни. Он поздравил меня, очень был рад. Специально прилетел. Отмечу, что Бетербиев, судя по информации из открытых источников, последние 10 лет живет в Канаде, выступает под флагом Канады, но по-прежнему считает себя российским боксером. Кроме того, поддерживает связи с подсанкционным Кадыровым. Лукашенко уверяет, что в Беларуси пенсионеры по своей воле хотят работать. Не от безденежья и маленькой пенсии, а действительно по своему желанию. И это приятно. Те, кто ушел на пенсию, отдельные. Люди хотят работать. Это и профсоюзы заявляют об этом и так далее. Естественно, для того, чтобы люди работали, должны быть созданы нормальные условия. Ну и востребованность на рынке труда. Как известно, востребованность очень большая. Те, кто может работать, они сами предлагают свои услуги на рынке труда. Что здесь плохого? Притом в 55-60 лет, как у нас уходят на пенсию, даже в 65 лет, ну что это за пенсионер? Это человек, который еще может работать. И надо, если человек желает, надо дать ему такую возможность. Напомню, что согласно информации сайта myfin.by, минимальная пенсия по Беларуси с доплатой составляет всего 441 белорусский рубль. Это примерно $135. Средняя пенсия по возрасту выше – 812 рублей или же $250. Достаточно ли этих денег для комфортной жизни в Беларуси? Как вы считаете? Напишите, пожалуйста, об этом в наших комментариях. В
В Польше скандал из-за заявления премьер-министра Туска, который заявил, что страна планирует временно приостановить предоставление убежища, чтобы сократить нелегальную миграцию, и обещал отвергнуть любую миграционную политику Европейского Союза, которая может подорвать безопасность страны. Рейтер пишет, что планы Туска подверглись невероятной критике со стороны правозащитников. Мы ожидаем, что правительство, состоящее из демократов, правительство, которому мы верили, будет придерживаться таких ценностей, как солидарность со всеми беженцами, таких убеждений, что безопасная граница — это та, на которой никто не умирает, что правительство будет серьезно относиться не только к международным обязательствам, но и к человечности и противодействию жестокости. Мы призываем премьер-министра Дональда Туска отозвать эти заявления. В МВД Польши говорили, что приостановка предоставления убежища – вынужденная мера. Это реакция на искусственно созданное Россией и режимом Лукашенко миграционное давление на границе с Беларусью. Искусственный интеллект на ядерной энергии. Корпорация Google собирается построить как минимум 7 реакторов, которые должны покрыть энергетические потребности компании. В частности, в Google уточняют, что это будут малые модульные реакторы, которые в том числе будут питать технологии искусственного интеллекта. Реализация проекта будет завершена к 2035 году. Друзья, на этом все. Не забудьте, пожалуйста, оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.